Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, с вами Любовь. Сегодня видео мотивация на расхламление или вдохновение на творчество, кому как больше нравится. Я очень люблю тему безотходного производства и стараюсь максимально использовать все лоскуты. Мне кажется, из отходов можно создавать удивительные вещи. Порой из того, что кажется ненужным, получается неожиданный результат. Сегодня хочу поделиться идеей создания изделия из небольших джинсовых лоскутов. Я часто шью вещи из джинсов. Остаются кусочки, которые жалко выбросить. И я подумала, почему бы не собрать их вместе и не сшить что-то особенное. Каждый лоскуток разного цвета и качества, от плотных грубоватых кусочков до мягких стретчевых. Решила сочетать их вместе. Надеюсь, получится интересный эффект. Для придания текстурного разнообразия джинсовые кусочки решила дополнить обрезками из мебельных тканей. Эти вставки сделают изделие более интересным и необычным. Сначала вырезала шаблоны. Они облегчат процесс и помогут создавать ровные и аккуратные детали. Композицию составила так, чтобы размер деталей был минимальным и можно было использовать небольшие лоскуты. По подготовленным шаблонам я вырезала детали нужного размера. Их получилось 135 штук. Каждая деталь – это частичка будущего блока, который буду собирать по часовой стрелке. Более светлый центр буду комбинировать с темными краями. И наоборот, темный центр со светлыми краями. Получится интересная игра текстуры и цвета. Чтобы сэкономить время, сшиваю детали в непрерывной цепочке и потом разрезаю их. Отгибаю и проутюживаю швы. Так процесс пойдет быстрее и получится аккуратнее. Завершив сборку всех блоков, приступаю к выравниванию краев. В процессе стачивания образовались неровности, потому что шаблоны не делала с точностью до миллиметра. Вырезала приблизительный размер. Придала блокам ровный законченный вид. Все хорошенько проутюжила с паром. Собрала многослойную заготовку для стежки. Внизу подкладка, посередине синтепон и сверху комбинированный лоскутный блок. Два нижних слоя сделала размером побольше, так удобнее будет контролировать заготовку при стежке. При сборке блоков у меня не хватило синтепона. В нескольких блоках я его заменила на большие обрезки мягких трикотажных тканей. Собрала 27 блоков. Середину простегала ромбиками. Вокруг просто параллельными линиями. Заготовки стали более фактурными. Проект у меня креативный, поэтому нитки для стежки взяла необычные, а многоцветные. Их еще называют хамелеон. Заготовки с синтепоном получились более объемные. Я их слегка проутюжу, чтобы уменьшить объем и сделать все визуально одинаковыми. Расположилась на полу, чтобы разложить блоки. Это важный этап, потому что, собрав полотно, можно визуально увидеть, как сочетаются цвета и фактуры. Каждый блок занял свое место, и теперь осталось закрепить их окончательно. Собирать блоки буду со сдвигом в рядах, так результат будет еще эффектнее. Сборку начну с горизонтальных рядов. Из бязи нарезала полоски шириной 3 см и с их помощью соединю блоки с изнанки. Пришиваю полоску к одному блоку, отгибаю, накладываю на второй блок. Выравниваю по краям. Для удобства фиксирую и пришиваю вторую сторону. Получается плотное и аккуратное соединение. На лицевой стороне края блоков соединились, пустоты нет. Чтобы соединения были прочными и выглядели аккуратно, закрою их полосками ткани. Для удобства можно заутюжить припуски. Получилась ширина полоски 2,5 см. Этот метод позволит не только закрыть стыки, но и добавит декоративный эффект. Полоску можно брать контрастную или наоборот подобрать в спокойных тонах, смотря что вы хотите получить в итоге. Если не хочется возиться с утюгом, можно приколоть полоску по центру, подогнуть припуск, проложить строчку. Потом со второй стороны также. Так получится быстрее, а результат будет тот же. В следующем ряду соединю блоки со сдвигом. Для этого крайний блок разрезаю пополам и пришиваю с двух сторон.
Когда все ряды соединила, приступаю к сборке рядов между собой. Соединять буду точно так же, как и блоки. С изнанки будет светлая полоска бязи. Сборка такая же, как и в рядах с блоками, разница только в размере. Поскольку ряды длиннее, нужно контролировать размер при стачивании, чтобы совпадали края. Стыки закрою декоративной планкой из ткани. Сборка полотна завершена. Я начала с одного края и постепенно добавляла следующий ряд. Благодаря такой технике сборки можно сшить большое изделие на обычной бытовой машине. После сборки полотно проутюжила с паром. Это поможет тканям лечь равномерно, стабилизирует швы и разгладит все неровности. Осталось окантовать срезы. Изделие большого размера, и ткани нужно много. Решила использовать большие куски джинсов. Я их распорола и проутюжила с паром. У меня два вида ткани. Нарезала полоски шириной 10 см. Это для длинных краев, а это для коротких. Соединяла их между собой под углом, чтобы при обработке не совпадали швы. На окантовке сделаю разметку. Делю пополам. На этой линии отмечаю 1 см на припуск и дальше высоту обтачки. Строю треугольник. Отмечаю припуск на швы. Определяю длину, которую буду обрабатывать. Оставлю 1 см на припуск и замеряю расстояние, не доходя 1 см до края. От наметки откладываю длину, которую нужно обработать, и строю такой же треугольник. Эту разметку делала на короткой планке. Добавила по краям планки для обработки длинного края и проложила строчки от наметки до наметки. Срезаю лишнее, оставляю небольшие припуски. Вот это припуски для пришивания обтачки. При желании их можно заутюжить. Выворачиваю, выправляю уголок. Обтачку складываю пополам. Получается широкая рамка с уголками для обработки изделия. По длине отмеряю нужный размер. Соединяю с поперечной обтачкой внизу. Повторяю все так же, как и вверху. Сначала обтачку пришила к изнаночной стороне. Затем аккуратно закрепила ее с лицевой стороны. Вторую строчку проложила как декоративную. Изначально планировала обтачку простегать, но так как не хватило синтепона, решила оставить как есть. Без синтепона смысла в стежке я не вижу. Широкая окантовка не только придала завершенный вид изделию, но и увеличила его размер. Размер в готовом виде 85 на 185 сантиметров. Планировала сшить небольшой коврик, но так увлеклась процессом, что в итоге получился достаточно большой размер. Теперь не знаю, как его использовать, как коврик или как покрывало. А как вы думаете? Напишите ваши варианты использования. Если у вас есть залежи обрезков, не спешите их выбрасывать. Возможно, они станут частью чего-то интересного и полезного. Надеюсь, что этот проект вдохновит вас на творчество, а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.